Давайте попробуем сейчас проникнуть в шкуру этого человека, если можно назвать его человеком. Конечно же, нельзя. Скажите, он для вас фашист вообще? У меня проблема с словом «фашист». К сожалению, вот есть набор слов, которые мы просто девальвировали. Угу. Фашист, нацист, на самом деле. Ну, кто он для вас? Он, безусловно, преступник. Это вот такая книжка была, знаете, вот, по-моему, я читал ее про Гитлера, в СССР раздавали, называлась «Преступник номер один». Вот преступник номер один. Я всегда говорил, что Путин – это экзистенциальная угроза нашему миру в 21 веке. Путин, на самом деле, это человек глубокого прошлого. Более того, возомнивший, что он может повернуть вспять время. Путин видит мир просто совершенно по-другому. Для него насилие – это не только возможно, это желательный элемент управления страной и распространения собственного влияния. Путин – это какие-то аналоги не только Сталина, но и Ивана Грозного. Это идеал правителя, который стоит над законами. Это даже не монархия, это больше. Это как хочу, так и ворочу. То есть, на самом деле, вот это представление о всеобъемлющей власти, которая не ограничена ничем. И вот эти образы прошлого, которые он пытается сейчас воплотить в этих преступлениях в Украине, они на самом деле являются реальной угрозой не только для Украины, не только для тех, кого убивают, насилуют, и страны, которая подвергается агрессии. Это на самом деле вызов всему миру, потому что, как я уже говорил, психологическая травма. Мы смотрим на это, а он говорит, у меня есть атомная бомба, вы мне ничего не сделаете. Может бросить? Я думаю, эти страхи преувеличены все-таки, потому что, во-первых, он сам бросить бомбу не может. Он должен дать приказ нажать кнопку. Я полагаю, все-таки есть некоторое количество кнопок. И здесь мы подходим, как говорится, к самому важному моменту, а именно взаимоотношения внутри вот этой криминальной системы. Предположим, он решил, что настало время всем умирать. Но вы уверены, что генералы и адмиралы, они разделяют вот эту точку зрения? Ну, а тактическое ядерное оружие? Ну, как бы ни было страшно это сказано, оно же на самом деле не решает никаких проблем военных. То есть, на самом деле, от военного поражения оно его не спасает. Тактическое ядерное оружие. Оно может иметь... На Харьков, на Киев, например, почему нет, казалось бы? Снова. Тактическое ядерное оружие. Кто будет нажимать кнопку? Там хватает отморозков. Стоп, секундочку. Вот здесь важный момент. Отморозков хватает. Отморозков, готовых убить 1000 человек или 10 тысяч человек, у Путина хватает. А много у него отморозков, которые готовы убить 10 тысяч человек и погибнуть самим тут же? Вот тут, мне кажется... Да. Вот тут есть. Ну, что-то здесь у меня насчет генералов, адмиралов, у него такой уверенности нету. Поэтому, мне кажется... Посмотрите на лицо Дворникова. Только на лицо посмотрите. Там же какие лица? Нет, секундочку. Лицо Дворникова выражает криминальные наклонности. Оно ничего не говорит о готовности умирать за свое право убивать других. Этого там я не прочитал, на самом деле. Готовность умирать демонстрировали украинские парни с острова Змеиный. А что-то с русскими пилотами, которые бомбят украинские роддомы, нет у меня уверенности, что они будут поднимать самолеты в воздух, когда там будут натовские истребители. То же самое про генералов. Да, нажать кнопку и убить бесчисленное количество людей они готовы. Но если будет четко зафиксировано, опять мы подходим снова, как говорится, к позиции НАТО и американцев, что любой военный объект России, применяющий оружие массового поражения, будет немедленно уничтожен, я думаю, это может охладить пыл даже генерала Дворникова. Кстати, судьба крейсера «Москва», она на самом деле очень, очень показательна. То есть, да. И это не вопрос того, что флагман утопили, то, что там... Москву утопили. Даже нет. На самом деле безнаказанности больше нет. Ведь почему я уверен, почему они пропустили ракету? Ракета вообще не самая новая, видимо, была. Да, даже какая бы у меня не была система наведения. Понятно, что крейсера должны это все-таки, такого масштаба должны с этим бороться. Расслабились, безнаказанно. Это, я всегда говорил, погромщик, он не может нормально воевать, потому что у него ментально по-другому, уже все там сложно. Он не готов к быстрой реакции военной.
Потому что он стреляет, а ему не могут ответить. Корабли, которые обстреливали украинские города вот издалека, нажал кнопку и полетел этот калибр в Днепро или в Харьков. Но они не готовы были к тому, что сейчас прилетит обратно. Я думаю, что эффект, он будет невероятный совершенно. Вот, в принципе. И я вот как бы считаю, что война, на самом деле, перейдет в другую фазу, как только первая украинская ракета ляжет в Севастопольскую бухту, в российский флот. Я думаю, начнется паника просто, опять, психологическая. То есть, все. Война возвращается туда, откуда она началась. Вот. Кто пришел с мечом, отмечая, погибнет. Вот это все, на самом деле, будет происходить. И интересно, они же любили всегда повторять. Знаете, как будто можем повторить. Вот это любимый путинский мем. Можем повторить. На самом деле они повторяют сейчас. Они просто не поняли, с какой стороны они находятся. Они действительно повторяют войну, в которой фашизм проиграл битвы на полях Украины армии, которой помогал американский ленд-лиз. Вот все повторилось. Но они оказались просто с той стороны. И этого они еще не поняли. Гарри, продолжаем о Путине. Скажите, пожалуйста, давайте попробуем забраться к нему под кожу. О чем он сейчас думает, на ваш взгляд? Мне кажется, что вот нам не надо заниматься такими психологическими изысками, ровно потому, что для нас это невозможно. Я подозреваю, что любой человек, самый образованный, благородный, с устремлениями, как говорится, к справедливости, за 22 года нахождения у власти абсолютно может сойти с ума. А мы имеем, в общем, не интеллектуала высоколобого, который читал Пастернака с Ахматовой. Вот. Мы имеем совсем другой материал человеческий. И вот представьте себе, как вот этот человеческий материал, вот он вошел в соприкосновение, создал такую химическую реакцию с этой абсолютной властью. И более того, отрицательная селекция, она же везде работает, на самом деле. Да. Все эти отбросы, они же пошли. Они же там на самом деле образовался какой-то, они как магнитом притянут. Да. Вот. Мы там смотрим и понимаем, что там есть, конечно, какие-то люди относительно образованные, но тем не менее они стали частью этой машины. Вот, это и не было никогда недостатка. Не только в тех, кто нажимает кнопку, вот как там, а в тех, кто растлевает мозги. Ведь растлители мозгов, на самом деле, они еще опаснее. Они же готовили это поколение. Поколения, которые сейчас зверствуют в Украине. Скажите, чем Путин закончит, на ваш взгляд? Мне кажется, очевидно. Он умрет не в собственной постели. Если только не отравят в собственной постели. Я думаю, что его судьба предрешена. И я полагаю, что почти наверняка это будет все-таки его окружение, когда ситуация станет критической. То есть вероятность этого, мне кажется, наибольшая из других опций. Потому что для Путина нет жизни за пределами этой бесконечной власти. Эта власть держится на его ауре непобедимости и безнаказанности. Война в Украине, она поставит крест на этой ауре. А дальше, мне кажется, ничего опять нового история не изобретет. Это фактически крах государственности и поиск козла отпущения, которым традиционно оказывается диктатор. Как это будет сделано, я не знаю. Это пусть они между собой разбираются. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом и физически. Последний вопрос. Украина победит? Безусловно. Я верю в будущее человечества. И это будущее сегодня решается в Украине. И это не вообще Украина победит. Украина победит и буквально, и фигурально. Это не только победа, которая приведет к разгрому оккупационной армии. Не только победа, которая освободит Украину всю. От Луганска до Севастополя. Это на самом деле победа сил свободы против тирании. Это победа, которая отзовется везде. В Гонконге, в Тибете, в Синьцзяне, в Иране, по всему миру, в Венесуэле. Это поражение квинтэссенции зла сегодняшней, который представляет Путин. И в итоге эта победа отзовется в Москве. То есть сегодня Украина спасает мир, опять возвращаясь к Советскому Союзу, от коричневой чумы. Это от чумы фашизма 21 века. И эта победа, поэтому она будет иметь историческое значение. И можете не сомневаться, что в учебниках истории это будет тот поворотный пункт, по которому будут учиться наши дети, внуки.
которая обозначит изменение вектора развития человечества. Вы знаете, вот мы сейчас смотрим на эти события, и меня не покидает мысль, что вот самые сюрреалистические ожидания, жизнь их опрокидывает. Тут, да, мы говорим Орвелл, Кафка, а вот на секунду себе представьте себе, 10 лет назад, приходит там человек с рукописью, говорит, у меня тут вот есть роман такой, вот я пишу такой, знаете, вот начнется война в Восточной Европе, уже как бы неинтересно. И еврей, президент Украины, попросит немецкие танки для отражения русской агрессии. Все, тема закрыта. Человек просто, видимо, вызывает скорую помощь сразу. Вот совершенно невероятно. Вот жизнь всегда оказывается гораздо сложнее и многограннее. Вот. И это действительно, вот эта история, все эпизоды этой войны, и маленькие, и большие, они станут частью, действительно, там будут сниматься фильмы. Это фольклор. Это фольклор, который затмит «Властелин колец», потому что вот там борьба идет со злом. Вот там. При том, что также понятно же, что вот идея же основная, вот я говорил в своей речи на TED, в Ванкувере, что в книгах, скажем, как «Властелин колец», есть идея абсолютного зла. Но нету абсолютного добра. Его не бывает. Там все формы добра конфликтуют друг с другом. Но наступает день, когда надо объединяться всем. Вот сейчас в Украине произошло вот это объединение на самом деле, потому что появилось абсолютное зло. Вот не случайно, как называли Мордором Союз и Россию. Вот сейчас мы увидели вот это абсолютное зло. И объединение тех, кто зачастую находится в весьма, скажем, непростых отношениях. Да. Вот. Тоже трудно было представить такое сотрудничество там поляков и украинцев. То есть, на самом деле, вот много вещей, которые действительно не укладываются как бы в голове, вот вроде бы, да. И тем не менее, мы это сейчас видим, и это, я повторяю, это действительно указывает на то, что мы же проживаем какой-то совершенно уникальный период изменения вообще всей системы координат в мире. Ну и совсем последний вопрос. Проводя аналогии с шахматами, войну России с Украиной, как можно назвать? Какая это шахматная партия? Это очень специфическая игра, потому что Украина все-таки играет в шахматы. Потому что Украина играет по правилам. Украина играет в открытую. Путин играет скорее в покер. Или там в какую-то еще там игру, в общем-то, карточную. Потому что это блеф. Это попытка обмануть, повысить ставки. И в этой игре, я могу сказать, шахматы победят.